Что, не догнал? Опять ты не видишь ничего, Карлос. Вон впереди олени и косули были. Друзья, приветствую вас на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Идем с Карлосом к землянке. Не буду загадывать, насколько надолго. Но в планах в этом походе полностью обкопать ее по периметру, освободить от грунта, чтобы можно было ее подровнять. Я не знаю, сколько уйдет дней на эту работу, но это так приличный трудоемкий кусок работы. Сразу хочу предупредить зрителей, которые любят исключительно видео о стройке, о работе, то придется немножечко подождать, потому как когда наберется большое количество видеоматериала, я соберу все в один большой ролик, и будет ролик исключительно по строительству. А сейчас я буду как бы размеренно, не спеша совмещать полезное с приятным. И поработать, половить рыбку, пособирать грибочки. В общем, посмотрим еще, чем буду заниматься. Но прямо так грызть землю не планировал я. Я взял с собой поплавочную удочку и вот такую корзину. Это не для грибов, это для рыбы. Постоянные зрители знают, что я очень не люблю браконьерские снасти. В общем-то, никогда ими не пользовался. Но это, наверное, будет мой дебют в браконьерстве. Считаю, что нашел, в общем, эту корзинку у себя в гараже. Лет 10 она там пролежала. Мой приятель когда-то привез ее. Не пойми зачем. Говорит, у меня места нет ее хранить в квартире. Может, тебе пригодится. Ну, так она и провалялась. Ни разу я ее не использовал. Думаю, пришло время попробовать. Я так подумал, что, наверное, это самая безопасная для рыбы браконьерская снасть. То есть, вот, например, в сетку или в экран какой-то попадается рыба, а я ее по тем или иным причинам не собираюсь использовать в пищу. Ну, там, например, маленький сомик попался, или там еще какая-то рыба более невкусная, там голавлик какой-то. Хочу ее отпустить, а она, скорее всего, травмировала себе этой сеткой жабры, и шансов на выживание у нее совсем немного. А в этой корзинке, даже если попадется какая-то рыбка, которую нужно отпустить, я думаю, что она совсем не травмируется. Вот такие вот у меня мысли. И чтобы меньше отвлекаться, так сказать, от работы, от лопаты, попробую поставить такую корзинку. Хотя я сомневаюсь, что прямо много рыбы будет попадаться, потому что, наверное, такую снасть ставят на ручьях каких-то, где рыба поднимается и ей как бы некуда пройти, и она будет идти в ловушку. А здесь, чтобы она туда залезла, ну не знаю. Понятно, что буду какую-то прикормку туда внутрь забрасывать. Понятия не имею, как ее туда заманить, кроме как прикормкой. Ну, где-то в камыш поставлю, там, где, может быть, рыбьи тропки, чтобы она туда попадала. В общем, буду пробовать по-разному. Здесь ее и оставлю. Вот. Но если не получится, то по старинке на поплавочную удочку. Потому как уху я обещал приготовить. Думаю, что сегодня же, в первый день моего пребывания, я ее и сделаю. Опа. Ну что, стенка из дров не рухнула. Но если она еще будет скреплена глиной, глиняным раствором, то наверняка выстоит. Вот такая конструкция. Кто-то ж, конечно, потратил время на ее изготовление. Из лозы вот так вот все сплести. Вот это вход для рыбы.
А вот здесь такая металлическая дверца, клапан с крючочком, откуда рыбу надо будет вытрушивать. Надеюсь, она там появится. Мой огородик. Здесь росла елочка, к сожалению, высохла. У меня остались какие-то продукты, там лучок старый уже проросший. Вот, растет. Картошка одна проросшая, тоже всходит, кто-то ее поломал и съел. Зелень. Ага. А вот здесь была морковка, ростки, тоже ее какие-то звери поели. Ну что, первым делом найду какую-нибудь прикормку и установлю ловушку для рыбы. Пойдем, Карлос, в землянку хоть зайдем. Нужно перебрать, что у меня там из рыболовных прикормок осталось. Так, освещение. Тут, как обычно, мыши похозяйничали. Отдыхай, Карлос. Тут прохладно, не жарко, как на улице. О, Карлос унюхал, а я только обратил внимание, только заметил. Баклажка с водой, наверное. Консервы, сгущеночка появились. Были посетители в землянке. Вот оставили провизию. Ну вот теперь продуктов точно хватит надолго. А если еще и рыба будет в эту корзинку ловиться, то можно хоть все лето здесь пробыть. Карлос уже спит. Не спит, подслушивает. Я нашел в защищенном от мышей ведре много разной начатой прикормки. Хотел сначала сделать из нее шарики и забросить в эту корзинку. Но потом вспомнил, даже не знаю, откуда у меня эта информация. Где-то глубоко из каких-то отдаленных участков мозга она возникла. В общем, откуда-то я знаю, что нужно сделать тесто и обмазать стенки вот этой ловушки. Правда, вот точно не знаю, стенки вот именно при входе здесь или внутри. В общем, не знаю, как правильно, но попробую и там, наверное. Нашел еще манку, манную крупу и муку. Добавлю туда немного еще прикормки, и получится вот такое липкое тесто, которым обмажу вход и внутри стенки этой ловушки. Манка еще хорошая, даже жалко ее сюда использовать. Высыпал муку, она уже отсырела, давно здесь лежит. Поэтому как нельзя лучше пойдет для этих целей. Ну а для кухни ее уже использовать не буду. Сейчас размешаю с водичкой. Заходил в землянку за чайником с водой и снова обратил внимание на продукты на столе. Я вот не помню, поблагодарил ли я людей, которые приходили и оставили продукты и воду. В общем, на всякий случай еще раз большое спасибо. Будет как нельзя кстати эти продукты, потому что планирую побыть здесь какое-то время. Сейчас намажу вход в ловушку тестом и дам немного постоять на солнце, чтобы немного подсохло. Думаю, так дольше она будет работать и приманивать рыбу к ловушке.
Карлос, а ну подойди сюда. Покажи свой нос. Ты уже залазил в ловушку, наверное? Нет, вроде бы все на месте. Но у Карлоса белый нос. Наверное, он его уже сюда засунул. Пока тесто подсохнет на солнышке, я, наверное, возьму лопату, немного покопаю, займусь основным делом. Карлос, как всегда, мне помогает. Наверное, я разберу эту стенку от бревен, пооткидываю их на будущие дрова и начну раскапывать отсюда, чтобы было удобнее забираться наверх. В общем, начну отсюда. Да, я думал, копать будет попроще. Земля-то, в принципе, насыпная, но копается тяжело. Уже уплотнилась за годы, такая твердая стала. Так что придется потрудиться. Сделаю небольшой перерывчик, пойду установлю ловушку, а то и сегодня так останусь без ухи. Привяжу ее к камышу, и я так подозреваю, нужно ее огрузить камнями, потому что, скорее всего, она будет плавать. Надеюсь, хватит. Водичка, конечно, холодная, как для лета. Прохладно в этом году. Было несколько дней такой серьезной жары. Сейчас меньше 20 градусов. Малька много здесь небольшого. Хотел положить здесь между двух коряжек, чтобы ловушку волной не сносило. Но не тут-то было. Камней мало, нужно еще добавлять. Не тонет она. Ну что, браконьер из меня так себе. Наполнил я уже почти половину объема ловушки камнями. Она все не хочет тонуть. Не знаю, наверное, нужно подождать, пока промокнет лоза. Тогда она только утонет. Потому что если добавлять еще, там рыба уже не поместится. Некуда ей будет заплывать. Затолкал я кое-как эту ловушку в камыш. Поглубже все равно она плавает. Но хотя бы отверстие, куда должна заходить рыба, скрыто под водой.
И есть шанс, что кто-то попадется. Ну и через какое-то время она все-таки намокнет и утонет. Ну, а пока пусть стоит так. Хотя уха снова под вопросом. Когда засыпал землянку, я, конечно, не думал, что придется ее раскапывать. И поэтому бросал бревна, чтобы земля не так скатывалась, не ссыпалась. Теперь копать очень сложно. Ну что, еще один перерывчик. Хочу сходить на берег, набрать глину, ракушку, чтобы сделать раствор и восстановить уличную печку для приготовления еды. Ловушка все так же плавает в камышах. И все меньше шансов у меня поесть уху. Каждый год приблизительно в это время всегда такая картина. Очень много мертвых жуков-оленей. Не знаю, что у них происходит, почему они гибнут. Может быть, во время спаривания или еще какие-то причины. Но это происходит каждый год. И, как правило, в это время очень много крупного головля, который подходит под самый берег. Но в этом году я его не видел, воды очень мало. Обычно вода в это время прямо под берегом, и с кручи сверху хорошо видно головлей. Я не единожды их ловил хорошо на корку хлеба или на жука. Они активно питаются в это время. Но сейчас они, если и есть, то где-то в траве, в камыше. В общем, в этом году головля не удалось половить.
Думаю, если мне еще немного попрактиковаться, то можно будет подрабатывать печником. Вот такая необычная печурка получилась. Думаю, будет работать. Немного подстынет глина. Причем сделал ее, ну, наверное, минут за 5, за 7. Раньше я всегда очень так, как подобрать слово, тщательно подходил, все эти камешки мог вымерять, примерять, чтобы все было четко, красиво. Сейчас как-то вообще не заморачивался и за 5 минут все слепил. Нужно проверить, да вот только сомневаюсь, что в моей браконьерской снасти есть рыба. Пойду проверю, посмотрю, что там на речке. Ловушка все так же плавает, не погружается. Рядом крутится стайка мелкой красноперки. Может быть, кто-то и зайдет, но шансов немного. Если меня смотрят опытные браконьеры с опытом ловли на такую снасть, подскажите, нужно ее загружать, ставить со дна, или вообще на таких водоемах не стоит ее ставить, а только на каких-то ручьях, может быть, речушках с течением. Ну, посмотрим. Проверю через пару часов, потому что уже и есть вроде как хочется. Скоро вечер, солнце уже там за лесом. Ну что, беру лопату и буду продолжать основную задачу. Пока тепло от лопаты, пойду, наверное, проверю ловушку для рыбы, потому что скоро похолодает, по прогнозу. Вообще вечером прохладно будет. Поэтому сейчас залезу, посмотрю, что там. Вытягивать ловушку я не стал, потому что ни единой рыбки там нету. Вот такие вот малечки, и то они проваливаются сквозь лозу, сквозь плетение. Надеюсь, что, может быть, за ночь кто-то заплывет или заползет. Ну а уха на сегодня опять отменяется, переносится. Надеюсь, что на завтра. Завтра буду, если что, ловить на поплавок. Я думаю, что красноперку, да, в любом случае поймаю. Правда, ветер такой сильный, что на удочку тоже особо не половишь. Сейчас, наверное, пойду еще немного покопаю, потому что если сейчас поем, то работать уже не захочется. Уже как бы пора ужинать, а я еще не обедал. Открою какую-нибудь консерву себе и Карлосу. Кстати, самая тяжелая ноша была это Карлоса консервы.
Я их понемногу по 2-3 банки приносил. Одну давал, 2 оставлял. Вот. Ну а моя еда основная все-таки, надеюсь, будет рыба. Ну и консервация у меня тоже с запасом. Вот крепко, как держится. Все, хватит на сегодня, а то завтра не разогнусь. Пойду разожгу печь. Не сильно так, чтобы не потрескалась, но проверить хоть, интересно, тяга будет нормальная или нет. И поставлю заодно консерву с кашей разогреться. Да, похоже, я все-таки рванул сегодня со старту. Спина побаливает. Так что сегодня никаких готовок не было. Покушал так, по-скромному. Ну и звоняйте, сухой опять не получилось. Проверю завтра с утра ловушку. Если рыбы не будет, то буду пробовать на удочку или какими-то другими способами. На сегодня с работой все. Подустал я с непривычки. Пойду стелить постель и буду отдыхать. Печка работает замечательно, тяга хорошая. Консерва прогрелась, так что можно теперь нормально готовить.